Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Дали вы мне очень сложную задачку и в соцсетях, и в комментариях. Вопрос один: когда посадить саженцы, то ли деревьев садовых, то ли роз, или еще каких-то декоративных растений. Как выбрать эти дни, если вот только сейчас получили по почте эти саженцы? Что делать? Дней хороших, ну, судя по нашему календарю, очень мало. Но я просто хочу еще раз вам достала снова же свои примеры, когда я пробовала высаживать. Вот я высаживала в рыбах. Вот, ну, водолей это бесполезно, сразу все знают уже. В рыбах высаживала 2 саженца, очень дорогие, они погибли. Через буквально один саженец через 2,5 месяца, другой через 3 месяца. Не идет вот это, да, выкопала, а корни все были коричневые. В это время, получается, корневые гнили просто-напросто уничтожают растения. Хотя вначале, казалось бы, почечки, все пошло в рост, но вот в рыбах не получается. Тем более, что, смотрите, у нас сейчас период убывающей луны. То, что растет вверх, деревья вообще не высаживаются. Поэтому, смотрите, дальше Овен идет. И начинается вот этот период. Наш телец решил в месяце мая отдыхать. Замаялся и отдыхает. Казалось бы, вот многие задают вопрос, почему бы не использовать вот это время. Хочу еще раз вот более подробно вот этот момент объяснить, чтобы уже на будущее все знали. Новолуние – это время очень сложное. Идет с момента вот этого новолуния, вот этой точки рождения, отнимаем двое суток. Вот. Получается, что вечером начинается 9-го вот это время. Первый день Гекаты, вот до новолуния, связан со стихией воздуха. Это время подготовки к скачку в новое качество. То есть это черная луна, это мертвая луна еще называют. Это просто 0% энергии, просто-напросто растение как бы вот в подвешенном, в невесомости находится. Но готовится растение к новому скачку благодаря вот стихии воздуха. Следующий вот перед самим моментом еще одни сутки. Вот эти сутки называются тоже днем Гекаты, и они связаны с огнем, стихия огня. Это огонь, который вот очищает, смывает все прошлое во имя последующего возрождения, рождения чего-то нового. Поэтому если высадить вот эти 2 дня, у нас получится, что это 0 энергии. Здесь воздух, здесь огонь, здесь просто идет подготовка, очищение всего старого. Если вы же не знаете, когда вам выкопали это растение, где и как оно хранилось, когда вам отправили, все это накладывается энергией. И вот эти дни даны для того, чтобы у этого растения просто-напросто перезапись программы. Но сначала, чтобы перезаписать, нужно очистить. Вы же работаете с компьютерами, знаете, что нужно очистить, delete включить, убрать все. И потом перезапуск, надо перезагрузить программу. И вот далее вот этот день новолуния, вот это уже 3-е сутки, так называемые, и это сразу же после рождения Луны связаны сутки с Землей. Вот это завершается, вот это время Земли у нас вот будет тоже в Тельце 12 мая. Тоже только начало работы, это тоже еще черная Луна. Ну и 4-й день связан, 4-е сутки связаны с водой. Вот это период, вот эти 4 дня, мы днем работаем, вот эти все сутки являются отправной точкой вот для закладки фундамента на новый лунный месяц и для перестройки энергий вот этого растения, которое мы, ну, во-первых, Земля перестраивается на новый цикл полностью и все, что на ней. И если мы хотим посадить в эти дни деревья, любые саженцы, растения, то это будет нехороший результат, потому что заняты все совсем другими делами. В это время происходит вот изменение полярности и идет переориентирование сил от вот была убывающая луна, а теперь будет растущая. Вот этот период нужен вот для переориентации вот этих сил и включения вот этой новой энергии. Поэтому вот телец никак нельзя использовать, потому что снова же это будет я в новолуние высаживала в других даже знаках плодородных, не получается, погибают растения.
Ну что, дальше смотрим, что у нас еще есть. Далее в близнецах это цветочное растение. В раке можно еще посадить, это только ягодники. Во льве бесполезно, корни не будут. Вот что можно еще использовать для декоративных, это дева и очень хороший знак весы, ну и козерог. Я, естественно, чтобы в этом списке долго не находиться, я сделала вот такую выписку, как всегда, помощь. И вот мы эту тему сегодня озаглавили, когда посадить дерево в мае, время московское. Смотрите, что можно сделать. В раке 15 мая с 6 часов до 0 часов, 16 мая все 24 часа. Вот здесь можно, если вот, ну, очень срочно, можно ягодные кустарники. И то это в теплых регионах, там, где очень хорошо промерзает земля, ягодники тоже могут погибнуть. Следующий период – дева, растущая луна 20 мая с 10 часов до 0 часов, 21 мая с 0 часов до 20 часов. Все декоративные, виноград, розы, замечательно в это время высаживать. И пересаживать, кстати, очень хорошо. Вот это, кстати, я дальше до конца дослушайте, я вам поведаю, как, что дальше сделать с вашими саженцами, которые вы получили. Вот замечательное время, это вот последующие два периода. Это весы при растущей луне 22 мая с 6 часов утра до 0 часов, 23 мая все 24 часа. Весы покровительствуют садовым растениям. Но вот можно называть, вот вы все, что вы спрашиваете, я все эти растения здесь записала. Здесь практически все можно высаживать. И нужно обязательно заранее замочить ямку. При посадке ни в коем случае не заливайте, не поливайте. Лучше пройдет время и в следующем знаке польете. Просто правильно посадите, прижмите хорошенько землю к корням, чтобы не было пустоток, а уже полейте, и это влажно, если земля, а затем уже, если нужен полив, то поливайте, конечно, он нужен, но в следующем знаке. А следующий знак как раз очень хороший, скорпион, можно будет полить. Ну и еще один период в мае, это козерог, убывающая луна, но он сразу же после полнолуния и полного лунного затмения. Вот там начинается хороший период именно 28 мая с 14 часов до конца суток, 29 мая все 24 часа. Но вот здесь любые саженцы садовых растений. Ну и отвечаю на вопрос, что сейчас делать. Я вот приведу примеры. Я когда покупаю, допустим, что-то где-то увидела или получила по почте, я просто-напросто сразу же прикапываю в тени, не на солнце, просто в землю все растения, в рядочек себе там, влажная земелька, чтобы было, прикапываю, прижимаю земельку и оставляю до момента, когда вот этот момент, вот у меня 19 апреля я купила один саженец ягодник. Я ждала 1 числа, 1 я вытянула аккуратненько лопатой, подкопала всю землю, ямка была готова, все было, только переложила, очень быстро перекладываете вот эти благоприятные периоды и завершаете, естественно, посадку. И говорите, что вы высаживаете в благоприятное время на здоровую долгую жизнь этого растения. И со своих рук отправляете эту энергию позитива и энергию вот этого созидания, роста, здоровья и высаживаете вот эти дни. Я это часто использую. И прекрасный результат. У меня уже есть видео в плейлисте садоводства, где я так персики пересаживала. Замечательно получается. И хорошо все растет, и хорошо потом и результат хороший, и растения долго живут. А вот если высаживать, получил и сразу же высаживать, то очень нехорошие результаты. К сожалению, у меня вот такие растения, которые я выписывала, они не дали результат, то есть они погибли, высохли просто-напросто. Так что вот, пожалуйста, вы получили посылку, прикопайте. В тени, не на солнце, пусть растение адаптируется. Оно где-то в холодильнике находилось, оно находилось у вас в посылке, долго шло по почте, закрыто. Сейчас дайте ему возможность проснуться, пусть просыпается потихонечку в тени, а затем хороший момент, хорошее время. Вот это время мы вам подготовили. Пожалуйста, используйте. Я использую вот эти периоды именно так. Ну что ж, Раиса Горяченко, Александр Волик желает вам удачи. Высаживайте свои деревья, чтобы они жили долго и служили вам очень хорошо и долго, и дарили вам хороший урожай. До новых встреч, всего вам самого доброго.